Говорят, чувство страха – это всего лишь мыльный пузырь, войдя в который он тут же лопнет и исчезнет из твоей жизни. Но не всегда так все легко и просто. Порой, попытавшись оказать сопротивление своим внутренним демонам, темные силы будут только рады этому и сыграют с тобой в игру. И по итогу мыльный пузырь превратится в металлический, об который человек разобьет все оставшиеся эмоции, а внутренний демон окажется настоящим и поглотит тебя. Если у экранов сейчас находятся маленькие дети, лучше уберите их, ведь, возможно, после просмотра данного ролика у кого-то невольно может сформироваться фобия. Ставьте лайк, одевайте наушники, наливайте чай, а мы начинаем. Одиночество, старость, неудачи, огромные пауки, высота – все это можно с легкостью отнести к страхам человеческого организма. Для детей веселые и забавные праздничные клоуны или милые куколки могут обернуться чем-то необычным, и порой веселье перерождается в панику. Сегодня мы расскажем вам душераздирающую мистическую историю про куклу со странным и необычным именем Лето. На земном шаре существует много разных стран, и на первый взгляд такая развитая страна, как Австралия, выделилась на фоне других. Именно в нее, в небольшой город под названием Уога-Уога, в 1970 году приехал Керри Уолтон на похороны своей любимой бабушки. После того, как траур состоялся, молодой человек решил отправиться и осмотреть соседний дом, который в свою очередь вселял ужас, страх все его детство. Переломным моментом в жизни Керри оказалось то, что он заглянул под крыльцо и обнаружил куклу-марионетку, которая в дальнейшем изменит его жизнь. Внешность игрушки выглядит следующим образом. Карлик, одетый в зеленый камзол, стеклянные глаза, длинный нос. И все это дополняется пучком черных волос. В дополнение ко всему, кукла смотрела на Керри с устрашающей улыбкой. В свою очередь, мужчина говорил: «Посмотреть на эту куклу днем – ужасное зрелище, а ночью – полная жуть. Кукла будто заворожила меня. Не знаю почему, но я взял ее к себе домой. Хотя, откровенно говоря, я подумал, что она должна быть ценная, поскольку старинная». Именно такой человеческий порок может сыграть злую шутку. Захочешь продать что-то старинное, а по итогу нахватаешься проблем. По приезду домой дети были не рады. Но кто был бы рад? Вы видели эту куклу? В ту же минуту они ужаснулись. Слезы потекли по лицу сразу у двоих детей. Началась истерика. Керри дал имя кукле – Лето. Еще пока мужчина не осознавал, с чего вдруг выбрал именно это имя. Но позже он получит ответ. Как вы уже все догадались, как и в любом ужастике, начали происходить какие-то странные ситуации. Оставив куклу в комнате на стуле, она будто по волшебству меняла свои позы. Кстати, именно так происходило в знаменитом фильме под названием «Кукла». В фильме некий Брамс хотел поиграть со своей няней. И, возможно, Лето хотела того же самого. Уолтоны заметили гнетущую, напряженную атмосферу, которая парила в комнате куклы. Заходить к ней стало жутко. Даже домашние питомцы, которые были Уолтонов при виде куклы, устрашались. Собаки буквально желали загрызть и уничтожить ее. Все мы знаем, что животные чувствуют зло и страх. И их поведение, кстати говоря, было оправдано. Как оказалось, куклу создала румынская ведьма, и Лете было уже больше 200 лет. По словам экстрасенсов, к которым обратился Керри, игрушка стала одержимой. Как говорят цыгане, проживающие в Румынии, существует переселение душ. И, скорее всего, в этой кукле живет чья-то заблудшая душа. Неплохо, да? Наверное, вы задались вопросом, что это за ведьма и как вообще так вышло. На ее нелегкую долю случилось горе. Сын, которого она так любила, утонул. Справиться с потерей родной крови было для женщины практически невозможно. Здесь она и пошла на отчаянные меры. Ведьма произвела обряд и отправила дух своего сына в куклу. И потихоньку, распутывая этот клубок таинств, выясняется, что волосы на голове куклы человеческие, это никакой не парик, а внутри головы Леты находится частичка человеческой кожи. И снова к нам на помощь спешат экстрасенсы, но атмосфера накаляется все с каждым разом. Все видящие объяснили имя Лето, и как оказалось, оно далось неспроста. Слово «лето» — это сокращенная фраза «let me out». Если перевести это на русский язык, мы получим «отпусти меня».
Вот так совпадение, да? После того, как Керри узнал историю про куклу, он решил продать ее. Но это оказалось просто невозможно. Ему всегда что-то мешало это сделать. У меня было огромное желание продать куклу. Я даже договорился с женщиной, что отдам ее за $400. Но когда я приехал на встречу, мое физическое тело перестало меня слушать. Я не знаю, как это объяснить. Я просто не мог вытащить ее из машины. Я даже мог бы договориться продать за 10 миллионов, но все, что я мог, это просто договориться. Знаете, эта история очень сильно похожа на фильм «Кукла», о котором я говорил ранее. Точно так же, кукла не хотела покидать дом, передвигалась с места на место. Она выбрала хозяина, с которым хочет играть. У главной героини это вызвало буквально слезы и отчаяние. Ведь заставить куклу гневаться она точно не хотела. Кстати, всем советую посмотреть этот фильм. Я вот буквально за пару дней до съемок посмотрел его, и теперь я больше не хочу смотреть ужастики. Возвращаясь к Керри, сломать, повредить, уничтожить куклу было нельзя. Игрушка будто защищала себя и не позволяла причинять себе вред. Благодаря влиянию соседей и друзей, история про Летту дошла до средств массовой информации, после чего мужчину пригласили на телешоу, где он рассказал про зловещую игрушку. На вопрос, где сейчас находится кукла, ответ прост – в доме Олтонов. А как признался мужчина, у них сложились дружеские отношения. Он весело и забавно называет ее «кукла из преисподней». Да, мистические вещи не отпускали Уолтона даже на интервью. Дело в том, что во время того, как задавали вопросы, неожиданно для всех, часы, которые висели на стене, рухнули. А когда Керри рассказал историю про утонувшего ребенка, кукла, сидящая на коленках мужчины, зашевелилась. Есть еще несколько интересных фактов об этой кукле. В ней заключалась не душа сына румынской цыганки, а, как говорят знающие, злой дух, ибо двое маленьких детей, которые сразу же принялись плакать, почувствовали это. Дети, как и животные, могут видеть потусторонние явления. Кукла выбирает себе хозяев. Она за много лет принадлежала разным людям, а после смерти она нашла себе нового хозяина в лице Керри Уолтона и решила остаться с ним навсегда. Внешность игрушки очень схожа с куклой Брамс из фильма «Кукла». Главный страх Керри Уолтона – старый заброшенный соседский дом. На сегодняшний день кукла стала неотъемлемой частью семьи Керри. Хотя эта кукла с привидениями выглядит немного жутковато, ее печальная история означает, что в ней, возможно, обитает дух невинного ребенка. Считается, что кукла добродушна и даже приносит удачу тем, кто вступает с ней в контакт. Также интересным фактом является то, что кукла участвует во всеразличных выставках, где любой желающий может подержать ее и сфотографироваться всего лишь за $10. В действительности, на фоне того, что вытворяла кукла Летта, кукла Чаки выглядит как примерный ученик воскресной школы. Почти 10 лет спустя у владельца Летты снова брали интервью, и вдруг загорелась лампочка, из-за которой запись взорвалась. Человек, который брал интервью, предположил, что это именно Летта взорвала ее, потому что вспомнил тот случай, когда оператор посмеялся над ней. Но, как говорит медиум, кукла использовала бы силу духа, запертого в ней, чтобы делать подобные вещи. Но это был бы злой дух. Летта – одна из самых известных кукол, которые когда-либо существовали, и была звездой нескольких документальных фильмов в Соединенных Штатах, доступных на Ютубе на английском языке, первые из которых были сняты в 1981 году. Также в этой истории был еще один медиум, который вызвался расследовать историю куклы Летты. Медиум по имени Кейша вызвалась найти и раскрыть историю Летты. Она отправилась в дом мистера Уолтона и организовала спиритический сеанс, который позволил сделать удивительное открытие для медиума. Кейша решила показать куклу в торговом центре и объяснить ее историю публике. Как только кукла была показана людям, многие женщины заплакали. Один мужчина даже упал в обморок и почувствовал себя плохо. Новость об этой загадочной кукле распространилась, и медиума начали приглашать в различные шоу, интервью и телепередачи, чтобы рассказать о ней. Какие уроки можно вынести, исходя из данной мистической истории? На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего устрашающего и особенного. Но если мы вглядимся в детали,
такие как потерянные следы ног в доме, передвижение куклы. Мало того, кукла разговаривала с детьми, что вызвало у них страх, ужас и слезы. Загадочное поведение собак, пугающая и гнетущая атмосфера в комнате Летты, то каждый здравомыслящий и разумный человек точно поймет, что это ненормально. Да, благо здесь нет смертей, ужасных происшествий, но этот чувак прожил с этой куклой более 40 лет. Только представьте, каково это в какой-то момент находиться наедине с ней в одном доме и услышать шаги, слова, а возможно и смех. Возможно, что Керри просто привык за долгие годы к ней, и кукла стала частью его семьи. Какая здесь мораль? Не шастайте по заброшенным домам, вселяющие в вас ужас. Не всматривайтесь под крыльцо, а то, возможно, кто-то всмотрится в вас и останется с вами на долгие годы. Для Уолтонов история закончилась в более положительном ключе, но для кого-то другого подобное заканчивается болезнью, трагедией и смертью. А в завершении назревает последний вопрос. Действительно ли все это было? Или это все просто мифы? По подтверждениям множества людей, это и вправду было. Именно по этой истории сняли несколько фильмов, владелицы куклы побывали не на одном интервью, и практически каждый второй утверждает, что видели, как кукла пыталась взаимодействовать с ними. Друзья, нам очень интересно, что вы думаете по поводу этой куклы. Смогли бы вы более 40 лет жить в одном доме с ней? Смогли бы вы с ней подружиться или избавиться от нее? Напишите свое мнение в комментариях, нам будет очень интересно почитать. А на сегодня наша мистическая история подошла к концу. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а мы желаем вам спокойной ночи и сладких снов. До новых встреч, друзья! Пока!